Так, все, пошла запись. Но дело в том, что я видела, что не очень много человек почитали информацию о том, что сегодня будет прямой эфир, но, думаю, те, кто захотят, посмотрят в записи, и все будет нормально. Ну, может быть, сейчас еще увидят и подключатся. Сегодня у нас прямой эфир про пряжу для юбки. Я писала отдельный пост, небольшой, с моими советами, с моими комментариями по поводу того, какую пряжу на юбку выбрать вам. Напоминаю, что с 25 марта уже через недельки 2,5, да, наверное, или через две, да, через 2 недельки мы начинаем вязать с вами юбку. Да, ровно через 2 недели. Точно, сегодня же понедельник. Я что-то думала, что сейчас середина недели. Ровно через 2 недели мы с вами начинаем вязать юбку. Как обычно у нас интенсив в прямых эфирах, я буду рассказывать о расчетах, буду показывать, как вязать интарсией нашу юбку. Это будет самый такой главный центр нашего интенсива интарсия. Вот. И, естественно, вам нужно купить пряжу. Очень много было вопросов по поводу того, какую пряжу на юбку, потому что это очень специфическая часть нашего гардероба. И хочется, чтобы юбка носилась долго. Сейчас на себя смотрю, мне кажется, что я сегодня какой-то мистер брови, не знаю почему, как-то так удивительно. Давно себя не видела в прямых эфирах. Задавайте свои вопросы, пишите, какую пряжу вы выбрали на юбку, пишите вообще по поводу интенсива, планируете вы участвовать или нет, потому что еще многие думают, 2 недели впереди, можно присоединяться, поэтому вообще без проблем, пока раздумывайте, если хотите. У нас уже набралось 55 участников, по-моему, ну, может, там уже 57, где-то примерно так, и я жду остальных девочек, которые планируют, знаю, что очень многие планируют. Ну вот, те, кто не видел мой пост, или те, кто не любят читать и думать, для вас как раз, ну, я не говорю, что думать не любят, а не любят читать и вдумчиво анализировать информацию, кому проще посмотреть видео и подвязание гораздо интереснее, то вот я решила еще провести прямой эфир. Плюс очень хочу, чтобы вы задавали свои вопросы и писали, какую пряжу выбираете вы. И тоже очень хочу ваши советы по поводу того, какую пряжу на юбку вы бы выбрали, потому что мой опыт это одно, а опыт нескольких десятков человек это уже, конечно же, совсем другая картинка. Вот девочки пишут, что участвуют. Лена пишет, участвую, хочу юбку и топ себе и Алине. Здорово, будет очень красиво. Кстати, по поводу вот дочерей. Многие девочки есть такие, которые пишут, что не носят юбки совершенно, хотя мне кажется, что мне стоит этим интенсивом начать движение любителей юбок. Я хоть сама ношу и брюки, и юбки, и джинсы, и шорты, но я считаю, что у каждой девочки юбок должно быть больше, чем штанов, чем каких-то там шорт летних и так далее, потому что юбка это женственная, красивая, и естественно, что в юбке любая девочка, ну, с непривычки, может быть, нет, но если привыкнет, в юбке любая девочка себя чувствует гораздо элегантнее, гораздо красивее, поэтому думаю, что я буду еще и продвигателем движения любителей юбок. Вот, но не поверю, что вот прям совсем не носите вы юбки, те девочки, которые это пишут. Скорее всего, переживают из-за вязаной юбки, она не очень практичная, согласна, да, но в целом это очень хороший вариант на зиму, и это очень хороший вариант, когда вам, ну, необходимо быть в юбке, и там не можете надеть брюки, но в то же время, чтобы вам было тепло и уютно, там, весной или зимой или осенью. Вот, очень классно юбки носить на прогулки любые, весной, опять же, осенью. Ну, про лето не говорю, потому что летом очень многие носят юбки. Хочу именно, чтобы вы не боялись носить юбки в более прохладную погоду. И мне кажется, что такая вязаная юбка, как у нас, она как раз будет очень клево сочетаться и с обувью на каблуке, и с какой-нибудь там подошвой плоской, либо с кроссовками. Сейчас очень много классных вариантов. Вот, поэтому кто не любит носить юбки и не хочет поэтому участвовать в интенсиве, вы все-таки присмотритесь, подумайте. Это, во-первых. А во-вторых, вы можете связать своей дочери юбку, либо племяннице, либо сестричке, либо подруге. Ну, то есть, знаю, что пишут многие
Очень хочу участвовать, очень ждала интенсива, но, к сожалению, не ношу юбки, поэтому буду ждать следующий. Вот не ждите следующий, а вяжите кому-нибудь, не себе. И девочки вяжут дочечкам, можно и там трехлетки связать очень классную прямую юбку зигзагом, и это вообще, мне кажется, такая у нас юбка будет вязаться, которая на все возрасты, для всех возрастов подходит, и для девочки какую-нибудь яркую вообще очень круто будет зигзагом связать. Она у нас прямая и как раз для любого возраста подойдет. Так что задумайтесь, задумайтесь. И кто хотел давно вязать в интенсиве вместе с нами в группе, не сразу думайте о себе, вы можете подумать о подружках, которые, возможно, не откажутся от юбки. А возможно, кто-то даже вам и потом вас отблагодарит за то, что вы так круто, ну, подарили, знаете, такую крутую вещь. Зашла поздороваться, посмотрю эфир завтра. Думаю вязать Lana Gold Find, хорошо. Собираюсь вязать из Drops Nord, да, вот девочки мне уже об этом писали. Вязала юбку из Alize Lana Gold Fine, не рекомендую, скатывается. Alize хороший, очень хороший совет. Вообще, в принципе, девочки, у кого был негативный опыт, тоже пишите, потому что негативный, он, как правило, более информативный, чем положительный отзыв. Серьезно. Сразу отсекаешь и сразу понимаешь, что не подходит. Alize, Lana Gold, Fine и все прочие Lana Gold, эта пряжа очень бюджетная, и она не относится к той пряже, которую вы будете носить годами и будете передавать еще своим дочечкам. Они будут носить и вспоминать вас, и радоваться. Нет, это не та пряжа. Скорее всего, Alize Lana Gold — это пряжа на 1-2 сезона. Вот вы надели, особенно юбка. Юбка все-таки это более такой гардероб, вернее, часть гардероба, да, одежда, которая поддается большему трению, чем тот же свитерок, серьезно. Но в то же время я вам писала об этом уже, и вам советую сильно не париться. Мне кажется, что юбка на 1 сезон — это супер. Ну, на 2 сезона, будем говорить, вот если вы свяжете, например, весной, вы сможете относить весну, осень, зиму. И, скорее всего, уже к весне ближе, если вы будете ее часто носить, она, возможно, у вас будет немножко начинать скатываться. Вот, поэтому, ну, почему юбка скатывается? Потому что бедра у нас шире, пальто надели, бедрами третесь и, конечно же, больше подвержена она, ну, как это сказать, трению, не знаю даже, как это сказать. И плюс сумка. Сумка тоже может тереться о юбку. Плюс вы сидите. Если долго, когда сидите, тоже юбка приминается. И да, это все влияет. Но не заморачивайтесь сильно, потому что эта пряжа для новичков идеальная. Если вы не уверены в том, что через год вы будете довольны результатом. Знаете, как бывает, что кажется, что все идеально, через год смотришь на свою работу, которая год назад была связана, и думаешь, какой кошмар. Вот если вы начинающая вязальщица, то как раз юбка на 2 сезона вам вообще идеально подойдет. Плюс это очень бюджетная пряжа. Если вам юбка покажется не очень практичной, то вам не будет жалко пряжу на эту юбку. Ну, ничего страшного, распустите, свяжете какой-нибудь коврик для собачки. Вот. Не ожидайте от Alize Lana Gold чего-то невероятного. Поэтому, как бы, это нормальная ситуация, что она скаталась. Но в то же время у меня есть подружка, которая носит свитер много лет, и при этом она его не носит каждый день, естественно, он у нее как новый выглядит. Она настолько аккуратно его носит, что с пряжей ничего не случилось за это время. Тоже от этого многое зависит. Выбрала пряжу Gazal Baby Wool XL. Подойдет? Да, подойдет, но это тоже та пряжа, которая не будет носиться у вас годами. Скорее всего, со временем тоже скатается немножко. Так, читаю дальше. Пишите ваши рекомендации. Я сейчас расскажу о своих рекомендациях, о которых писала в посте. Буду вязать из бобинной пряжи в 7 сложений, название не помню, в составе вискоза, шерсть и ПА. Вот бобинная пряжа, как правило, она
Имеет состав такой, ну, даже не то чтобы как правило, но можно найти бобинную пряжу с очень интересным, правильным составом для юбки. Вот посмотрите, тут есть шерсть, есть ПА, который очень крепкий, который хорошо держит форму, который поможет шерсти не растягиваться. Вискоза, она тоже хорошо помогает сделать юбку такой более не юбку, пряжу более такой гладенькой, более хорошо скрученной и тоже будет иметь отличный вид. Еще знаете, что я забыла или не забыла, я не помню. Да, по-моему, я не писала это в посте. Обращайте внимание на, я, кстати, себе даже тут запишу, чтобы потом еще это в интенсиве осветить. Обращайте внимание еще на скрученность пряжи. Если пряжа хорошо скручена, то, скорее всего, она не будет у вас скатываться именно на юбке. Если пряжа очень рыхлая, если пряжа почти что ровница, то, скорее всего, она будет, когда вот вы сидеть будете садиться, скорее всего, она тоже у вас будет немножко скатываться. Поэтому вот как раз-таки в бобинной пряже очень много таких составов, где намешано много-много всего. И каждый кусочек этого состава, он дает какой-то плюс. Вот здесь вискоза как раз дает, я думаю, что хорошую скрученность ниточки, и тоже это позволит не сильно скатываться. Здравствуйте, может кто спрашивал, сколько у вас ушло на вашу юбку? У меня ушло 300 граммов на мою юбку и даже осталось. Но у меня размерчик небольшой. Из Вита Сапфир полушерсть. Вот по поводу полушерсти, хороший это состав, но если это пряжа, ну, как это сказать, пряжа, с которой вы не вязали, которая неизвестная, не переживайте потом сильно, если она у вас немножко скатается. Вообще, в принципе, даже очень дорогая пряжа, она тоже может скатываться. Это не страшное свойство любой пряжи. Просто дорогая пряжа хороша тем, что если она скаталась, эти катышки очень легко убираются. Они легко состригаются и выглядит все равно дальше изделие как новое. Ну, то есть это не обязательно прям очень плохое качество пряжи, если она скатывается. На летнюю юбку какую пряжу покупать? Скорее всего, у меня был пост про пряжу на летнюю юбку или нет. Когда мы вязали летнее ажурное платье, я посмотрю и в сторис опубликую. Для летней юбки, если эта юбка у вас расклешенная, очень хорошо будет хлопок, плюс какая-то добавка, типа акрил, типа вот та же может быть вискоза, типа, ну не знаю, какой-нибудь лен, полиамид, что-нибудь, что будет хлопок немножко удерживать от растяжения. Лен, кстати, не удержит, лен тоже растягивается. Вот, но в целом, если юбка А-образная, если вы хотите юбку ажурную, то она, ну, совершенно легко может вязаться из хлопка, тоже будет супер. Я сама ношу платье из льна и хлопка, и оно у меня не вытягивается за счет того, что я была готова к тому, что оно чуть-чуть вытянется, и вязала его чуть-чуть короче. И когда после первого раза, когда я его надела, после первой стирки оно у меня вытянулось там на какую-то длину, я даже уже не знаю на какую. И вот для меня это идеальная длина, естественно, длиннее оно уже не будет. То есть просто учитывайте это и не вяжите чуть-чуть короче. Если вы участвуете в интенсиве, то мы с вами это еще лично можем обсудить. Задавайте мне эти вопросы. Ну, потому что вот я каждого не запомню, конечно, но если вы спросите, я вам отвечу. Хочу вязать из Alize Суперлана Миди. Кто-нибудь пробовал? Суперлана Миди, там, по-моему, много очень акрила, да? По-моему, там 80% акрила, что-то типа того. Но это то же самое, что Лана Голд, она просто более имеет такой блеск, свойственный турецкому акрилу. Он не то чтобы она там с люрексом, но если взять, например, стопроцентную шерсть, она матовая. Если взять шерсть акрила, особенно турецкая какая-нибудь Alize, то виден вот небольшой блеск. Она может переливаться при искусственном освещении. Это будет заметно. Вот, по-моему, Суперлана Миди, она имеет еще больше блеск. Если вас это не раздражает, тогда отлично. Но опять же, не думайте, что эта юбка у вас будет на века.
Хочу из бобинной смесовки тонкую, но плотную, на спицах 2,5. В составе шерсть, кашемир, ангора, ПА. Вот тоже, видите, бобинная пряжа и опять очень много в составе компонентов, которые друг друга дополняют. Шерсть это тепло будет, она такая будет не растягивающаяся. Кашемир это мягкость, такой небольшой, нежность, небольшая пушистость. Ангора это, соответственно, тоже пушистость. И кашемир и ангора тоже теплые достаточно составы. И ПА это то, что будет удерживать вашу юбку от растяжения. Вот разбирайте составы вот так на компоненты и думайте, какой состав, вот, например, да, полиамид, какие свойства имеет он и что он даст вашей юбке, какие свойства имеет шерсть и что она даст вашей юбке, какие свойства имеет хлопок и что он даст вашей юбке. Разбирайте ниточку на составы, и вы найдете как раз идеальное решение. Саша, только зигзаг или можно любую интарсию? Можно любую интарсию, особенно, Маша, вам, потому что, мне кажется, вот тот свитер, который с огнем, это вообще было супер, и вы точно сможете. Добрый вечер, Лиза. Буду вязать из бобины 280 метров 100 грамм, шелк, лен 70 на 30. Надеюсь, попа не вытянется. Если вы будете вязать какую-то расклешенную ажурную, то будет супер. Если вы хотите вязать карандаш лицевой гладью, такую в обтяжечку, то вытянется. Шелк тоже вытягивается достаточно так нормально, и лен тоже. Конечно, хотела бы и получше пряжу выбрать, просто не знаю какую, хотелось бы годами носить. Вот я же говорю, смотрите на состав. Названия конкретные я не говорю, я не хочу ограничивать вас в названиях, во-первых, потому что у меня один опыт был с этой пряжей, у кого-то другой опыт, и это будет очень субъективно, если я вам посоветую какую-то конкретную пряжу. Ну, реально, девочки. Вы лучше выбирайте по составу. Плюс я хочу, чтобы вы обращали внимание, выбирали именно с помощью разбора состава, а не с помощью названия, там, Drops хорошая, Alize плохая, потому что и у той марки есть и хорошая, и плохая пряжа. Вот, и хочу, чтобы вы, я люблю это слово, включали голову и разбирали именно состав пряжи и понимали, для чего она подойдет. Вот. Ну и плюс не хочу ограничивать вас, как я уже говорила, потому что было такое, я советовала конкретную пряжу, конкретные названия, а потом мне девочки писали, вот жаль, к сожалению, не нашла я ту пряжу, которую вы советовали, и теперь вообще не знаю, с чего вязать. Ну, как это сказать? Не могу, слова не могу подобрать, хотела сказать и не могу подобрать слово. В общем, не привязывайтесь, скорее всего так, не привязывайтесь к определенным названиям, старайтесь выбрать что-то свое для себя. Но если вы начинающая вязальщица, не бойтесь вязать из турецкой. Скорее всего, через год вам покажется, что вы недостаточно ровно, недостаточно красиво связали, и вам захочется перевязать эту юбку, и тогда уже вы выберете что-то более подходящее. Саша, мне можно сделать расчеты на пузико большое? Можно, конечно, Лена. Можно даже, наверное, я не знаю, может быть, какую-то юбку-трансформер сделать, чтобы потом, когда в следующем сезоне, когда ты будешь, чтобы, может быть, ты ее носила там как-нибудь завязывая на талии, чтобы она была такая свободного кроя, широкого. Привет из Севастополя, приветик. Зашла написать вам спасибо, укладывая на малыша, буду смотреть на ютубе. Приветик вам, привет. Довязываю свитер из Lanes du Nord Roma, тоже намешано, но девочка, которая из нее уже вязала, говорит, что пряжа очень ноская. Вот, вы можете взять тогда ее и на юбку. Приветик, кто здоровается. 75 акрила в миди. Ну вот, я помню, что акрила много. Ни разу не вязала из бобинной пряжи, не понимаю, сколько нужно купить, если в несколько сложений вязать. Вы выбираете пряжу по
весу, а не по метражу. У меня есть пост, как выбрать пряжу на свитер. Напишите мне, я вам скину ссылку. Этот пост очень давно был, надо его, наверное, повторить. И вы поймете, в чем принцип выбора количества пряжи. Очень многие, к сожалению, выбирают пряжу только по метражу. Вот знают, что там 1500 метров это свитер, ну там, к примеру. Не так, это совсем не так, потому что зависит от очень разных факторов. И я в первую очередь выбираю пряжу по весу, а во вторую и в 25-ю очередь у меня длинный-длинный список, от чего зависит количество пряжи. Это и от состава, это очень важно от состава, потому что есть составы тяжелые, типа хлопка и мериноса, есть составы легкие, типа мохера. У вас может уйти мохера на свитер 200 грамм, а мериноса 600 грамм, а свитера будут одинаковые. От толщины очень сильно зависит количество пряжи, потому что толстой пряжи нужно больше, чем тонкой пряжи, это факт. Дальше зависит от узора. Естественно, на ажур нужно пряжи меньше, на сложные косы пряжи больше. Или на какой-то там узор, который типа как ткацкий, который имитирует ткань. Дальше зависит от желаемого результата, потому что кто-то скажет вам, что на свитер 42 размера нужно 500 грамм пряжи. Но это не всегда так, потому что вы можете связать на свой 42 размер свитер шириной 60 сантиметров, а это уже никак не 42. Просто свитер вы, например, хотите широкий, поэтому вам нужно будет, естественно, пряжи не 500 грамм, а гораздо больше. Или наоборот, если вы там, например, 48 размера, то вам тоже 500 грамм может вполне хватить, если свитер в обтяжку. Короче, очень много разных нюансов, я это все писала. Если надо, напишите в директ, вышлю вам этот пост, чтобы вы просто поняли для себя, как выбирать. А вообще, вы, когда бобинную пряжу покупаете, что делаю я? Я пишу продавцу, скидываю примерный фасон, размер и прошу помочь мне выбрать количество пряжи. Вот. Тогда я уже сравниваю то, что я посчитала, сравниваю с советами продавца и уже тогда что-то среднее покупаю. Потому что продавцы, к сожалению, тоже очень часто ошибаются, но в целом они помогают. Не зацикливайтесь, да, вот слово, не зацикливайтесь. Здравствуйте, что вы думаете насчет Слонимской? Из нее не вязала девочки, поэтому не могу сказать. Но очень многие вязали у меня в чате. Если вы участвуете в интенсиве, напишите в чат девочкам, они вам подскажут. Можно вязать юбку одна лицевая, одна изнаночная. Конечно, узор вы выбираете свой. Привет всем девочкам, привет. Про лен спрашивали, как лен в юбку. Лен отлично подходит для летней юбки, какой-то расклешенный, либо прямой, то есть не в обтяжку, потому что тоже растянется. А если какая-то юбка будет такая расклешенная, либо свободная, прямая, еще и с ажуром, то будет отлично. Продублируйте, пожалуйста, пост о расчете по весу. Хорошо. Ой, сейчас я тут какой-то комментарий хотела. Я люблю пряжи Ализе. Какую пряжу лучше для юбки из этой фирмы? Можете подсказать? Ну вот, я думаю, что либо хлопок с акрилом, либо шерсть с акрилом, либо у них появился меринос, недорогой, бюджетный, там очень красивые благородные оттенки. Можете из мериноса связать. Не берите какой-нибудь стопроцентный акрил, не берите хлопок стопроцентный, не берите какую-нибудь просто искусственную, если вы хотите, чтобы юбка была тепленькой. Ну, можно там взять какую-нибудь вискозу, что у них там есть, у них какая-то такая пряжа, мисс она называется, там, по-моему, вискоза. На лето можно взять эту пряжу. Но если вы хотите, чтобы юбка вас согревала, тогда, ну, что-то надо, чтобы натуральное было в составе. Добрый вечер всем. Сашенька, как себя ведет бамбук с хлопком? Растягивается тоже, и бамбук, и хлопок, и лен, все растягивается. Но это отличный вариант для летней юбки. Не пугайтесь, вы сделаете правильно расчеты со мной, вы учтете все нюансы вашего состава, и вы будете отлично носить эту юбку. У меня платье, повторюсь, летнее, ажурное, я его носила все лето, оно очень хорошо выглядит, и это идеальный состав для лета.
Ну, то есть, знаете, я говорю, что не советую, и все сразу думают, что все, эту пряжу нельзя покупать никогда, из нее ничего нельзя вязать. Это не так, просто нужно смотреть, что конкретно вы хотите связать и какой формы, какого фасона. Собирала пазлы, одним ухом слушала вас. А, это сын, да, наверное, сын увидел, отнял, слушает вас, а я картинку смотрю. Приветик, приветик вам. Давайте расскажу тогда про тот пост, который я писала по поводу пряжи, немножко прокомментирую, а вы продолжаете писать о той пряже, которую вы выбрали. И самое главное, давайте нам тоже советы тем, кто еще не определился. На пятое место я буду с пятого до первого идти, как и в своем посте. На пятое место я определила хлопок с акрилом. Это хорошая пряжа для юбки, это хорошая пряжа для любого свитера. Я вообще обожаю этот состав, потому что он никогда не будет колоться. И это как раз тот состав, который для девочек, которые боятся, что будет что-то колоть, и те, которые не любят теплые свитера. Есть такой э, вид женщин, которые не любят, когда жарко. Вот есть мерзлячки типа меня, которым наоборот потеплее что-то, а есть девочки, которым нужно вот, чтобы дышало тело, чтобы, если ты вышел на улицу и подул ветер, чтобы этот ветер можно было почувствовать телом, ну, то есть любят прохладу. И как раз хлопок с акрилом идеальный вариант. Почему именно с акрилом, почему не стопроцентный? Потому что акрил будет удерживать хлопок от растяжения. Эта пряжа растягивается тоже. У меня есть летнее платье, мы вязали в интенсиве, на попе вытягивается. Но это не критично. Особенно, если вы куда-то его на прогулку наденете и будете гулять по парку, если вы не сидите в офисами целый день, то вообще идеальный состав. Она, пряжа не теплая, она очень имеет хорошую такую структуру ниточки, не жесткая. Совершенно. Есть хлопок с акрилом, который хорошо скручен, есть который менее скручен хорошо, но она вся мне нравится, и для юбки она подойдет. Особенно если юбка прямая, и вы не планируете слишком долго в ней сидеть. На четвертое место я определила меринос. Меринос вообще, в принципе, мой любимый состав. Почему-то многие его боятся, но я понимаю почему. Потому что он очень сильно вытягивается, когда он мокрый. И когда вы делаете влажно-тепловую обработку, вы сразу впадаете в шок, новички. Впадаете в шок, что случилось, все не так, все ужасно. К нему нужно найти подход, нужно меринос вязать очень тонкими спицами, чтобы он у вас не растянулся после ВТО. И нужно не бояться, что после ВТО он у вас растянулся, потому что он, когда высыхает, он возвращается в прежние формы. Вот. Но чем меринос хорош? Он не жаркий и не холодный. Меринос не теплая пряжа. Почему-то все считают, что это самый теплый состав. Нет. Меринос на зиму отлично, потому что он хорошо сохраняет тепло. И даже на лето отлично. Вот так, да, почему-то, потому что он тоже хорошо сохраняет прохладу. Вам не будет в нем жарко. Меринос, он натуральный полностью, поэтому тоже тело ваше будет дышать. И если где-то в составе акрил, то это, возможно, вам не очень понравится, то вот меринос стопроцентно это хороший вариант. Но в то же время меринос очень сильно пружинит. И пружинит он, конечно, это его хорошее свойство, потому что петельки, благодаря тому, что нитка пружинит, петельки ложатся очень ровно, очень красиво смотрятся все узоры из мериноса. Даже если вы где-то кривенько вяжете, у вас еще нет опыта, то меринос все разгладит. Вы будете вязать любой узор, новички, и будете просто восторгаться тем, насколько ровно вы вяжете. Это все меринос, он подстраивается под узоры, очень хорошо ложится ровненько в ровненькие петельки. Вот, поэтому вот будет идеально красиво. Меринос тяжелый, он имеет такую хорошее свойство, у него пряжа имеет благородный какой-то такой перелив, не блеск, а вот именно какой-то вот не матовый совершенно эффект, и это очень красиво. Конечно, да, на попе тоже может вытягиваться, но опять-таки после того, как вы постираете свою любимую юбочку, все вернется назад, и вы сможете опять носить и радоваться. Хороший состав для юбки, для платья, для свитера, вообще в принципе для всего. Для детей вообще идеально. На третье место я определила шерсть.
которая вот если меринос — это особая порода овец, то шерсть — это вот овечки, которых мы привыкли видеть у бабушек. Но, естественно, они не у бабушек шерсть это собирается, а, естественно, тоже есть определенные места, где выращиваются даже такие обычные овечки, чтобы пряжа была чистенькая. Вот, но эта шерсть, она не такая пружинистая, как шерсть мериноса, и она не так сильно будет растягиваться. В принципе, вообще, чем грубее шерсть, тем она менее растягивается. Я это очень хорошо заметила, когда покупала бобинную пряжу у российского производителя какого-то местного, малоизвестного, не имеющего даже названия, у которого есть свои овцы, козы, и они эту шерсть собирают, сматывают в нить и продают. Я заметила, что вот эта ниточка, которая менее обработана, чем, например, та же турецкая шерсть, она не так сильно растягивается. Поэтому, если вы не боитесь колючесть шерсти, то вы можете вязать из стопроцентной шерсти. У вас будет очень теплая юбка, очень-очень теплая, и тоже будет хорошо носиться. Если вы боитесь мериноса, к тому же шерсть недорогая, и вы можете найти шерсть вообще любого ценового сегмента и супер качественную, хорошо обработанную, дорогую, и такого какого-нибудь местного производства, какую-нибудь российскую можно даже выбрать, которая и колючая, но в то же время она форму будет держать хорошо. На второе место я определила вот как раз смесь шерсти мериноса с акрилом. Акрил как раз-таки он очень хорошо сдерживает растяжение. Почему-то многие пишут, что акрил вытягивается. На самом деле вытягивается натуральный состав. Акрил он хорошо сдерживает этот самый натуральный состав. Поэтому вот если переживаете очень, что стопроцентная шерсть либо стопроцентный меринос будет растягиваться, выбирайте что-то с акрилом. Акрил максимально дешевый, можно найти опять же самую дешевую турецкую пряжу с акрилом и более-менее нормального качества акрил. Вообще даже есть стопроцентный акрил, который выглядит идеально. Но вот, к сожалению, Alize используется такой акрил, который имеет вот этот самый навязчивый блеск, который дешевит эту пряжу. Но я уже много раз говорила, что... О, спасибо, спасибо. Я уже много раз говорила, что можно вязать из Alize, из Lana Gold какой-нибудь, и 2 сезона вы юбку относите, она у вас будет идеальная, и все будет супер. У меня есть платье из этой пряжи, я ношу его очень много лет. Конечно же, да, оно не супер идеально выглядит, но оно тепленькое, я его люблю, и в целом, когда состригаешь катышки, все отлично. На попе вытягивается, да, немножко, но не критично. После стирки все снова возвращается назад. Мне тут Санек принес чаек, как обычно. Кружечка, все время показываю эту кружечку. Наталья, если вы меня смотрите, все так и пью из этой кружечки. Хотя у меня есть еще несколько любимых, но вот из этой тоже пью. Это мне подарила подписчица на день рождения. Тут моя фотография. И конфетку мне еще принес. И на первое место я определила пряжу какого-то натурального состава. Это может быть и хлопок, и тот же самый меринос, и альпака. Альпака тоже, кстати, очень хорошо. С добавкой какой-то типа эластана. Эластан — это стретч, который тянется хорошо, который после стирки собирается в прежнюю форму. И, в принципе, эластан — это тот компонент, который вам позволит носить юбку-карандаш в обтяжку, и она у вас не будет вытягиваться на попе. Например, Alize Diva Stretch очень популярная пряжа, и она, вот если хотите по фигуре, то вообще будет идеально, будет супер. Это может добавка быть типа полиамида. Полиамид очень мягкий и полиамид очень крепкий. Он не растягивается совсем, и я очень люблю на самом деле полиамид. У меня даже есть свитерочки из стопроцентного полиамида. И да, не теплый такой, знаете, свитер, который лучше носить на прохладную погоду, чтобы не вспотеть. Но в то же время очень мягкая пряжа, подвисает, у меня все нормально. У всех подвисает.
очень мягкая пряжа, полиамид, вот это именно искусственная синтетика, и если смешать ее с шерстью или с мериносом, или с хлопком, или с альпакой, или с чем-нибудь еще, даже не знаю с чем, то будет вообще супер состав для юбки. Либо это полиэстер может быть, полиэстер грубоватый состав, полиэстер не мягкий такой, как полиамид, но в то же время полиэстер тоже очень часто добавляют какой-то натуральной пряжи и тоже очень хорошо держит форму. Вот соберите как конструктор себе тот состав, который вы хотите. Например, вы хотите, чтобы пряжа, чтобы юбка была не слишком жаркая, вы хотите меринос. Например, вы хотите, чтобы она хорошо держала форму, значит, должен быть полиамид в составе. И пусть будет еще какая-нибудь добавка, ну, я не знаю, что сюда еще можно добавить, да даже тот же хлопок, например. И вот примерно ищите такой состав. Хлопок, почему хлопок? Ну, чтобы не такая, не слишком теплая была юбка. Если вы найдете такой состав, значит отлично для вас подойдет. Либо вы обращайтесь в магазины, которые вы привыкли покупать пряжу, и вот скажите, мне нужен примерно состав, вот чтобы было то-то, то-то, то-то. Что вы посоветуете? Про вискозу тоже не сказала. Вискоза тоже, да, вискоза очень прохладная пряжа, она такая, знаете, полунатуральная считается. Вот, и она тоже растягивается, да, но если ее добавить куда-нибудь к чему-нибудь, то она, вот как я говорила в начале, она дает очень хороший такой, благородную скрученность, красивую, в принципе, она тоже хороша. Вискоза гораздо лучше, чем какой-нибудь акрил или тот же полиамид. Ну, я имею в виду не как для юбки, а по качеству. Не советую, пройдусь по тому, что я не советую для юбки зимней, которая вас будет греть или которую вы планируете носить там весной или осенью. Не советую покупать стопроцентный хлопок, это для юбки карандаш обтягивающий, либо какой-то прямой по фигуре, потому что хлопок вытягивается, хлопок идеально подойдет для летней юбки ажурной или А-образной какой-нибудь, даже зимней, но чтобы она была не в обтяжку, чтобы у вас на попе она не вытягивалась. Но если вам нужно что-то в обтяжку, не подойдет стопроцентный хлопок, то даже могу вискозу определить и лен. Оно все растягивается. И, к сожалению, да, если вы из стопроцентного хлопка свяжете юбку-карандаш, буквально там через 2 часа, пока вы ее поносите, уже на попе она у вас растянется. Не советую стопроцентный акрил, потому что я, в принципе, его никогда никому не советую, потому что все-таки это полностью синтетическая пряжа, и, ну, я не вижу смысла, вот хоть я и говорила, да, у меня есть свитерочки из полиамида, но это исключение. Я не вижу никакого смысла вязать из стопроцентной искусственной нитки. Для чего? Сэкономить деньги? Ну, вряд ли вы сэкономите деньги, потому что лучше немножечко добавить и купить ту же самую полушерсть, чтобы хоть немножко было чего-то натурального. Акрил скрипит, акрил имеет неприятный блеск, это если мы говорим о каком-то низкопробном акриле. Акрил совершенно не греет, вы от него будете потеть, и вообще, в принципе, он выглядит достаточно дешево, он дешевит внешность пряжи, и это всегда выглядит, ну, это видно, это заметно, что пряжа недорогая, вот реально это заметно. Не советую вязать из пушистой пряжи типа мохера или ангора, у вас может быть добавлен мохер и ангора в ваш состав, там 20%, например, может, но если это, например, 80% мохера или ангоры, это не для юбки пряжи, потому что очень сильная пушистость, очень сильная ворсистость, она будет скатываться по бокам от пальто, от сумки, и когда вы будете сидеть на попе, то будет приминаться ворс, и на попе у вас будет слишком гладкая пряжа, а, например, где-то снизу и попереду будет пушистая, и это будет выглядеть неопрятно, это будет сразу видно, что вы уже где-то посидели. Ну, то есть юбка будет неоднородной пушистости, а где-то примнется, а где-то пушистость останется. Это будет некрасиво. К тому же пушистая пряжа добавляет объемы. Если вам это нужно, то тогда да, пусть будет. Но если вы, наоборот, хотите как-то сгладить ваши пышные формы, тогда не выбирайте пушистую пряжу. И кашемир тоже я не советовала, потому что такой благородный состав, и советую все-таки из него вязать какие-то свитерочки к
телу, а юбку лучше из чего-то более практичного связать. Вот мои советы. Сейчас почитаю, что вы пишете. Опять-таки жду ваши комментарии. Рассказывайте о том, из чего вы будете вязать. Рассказывайте какие-то свои наблюдения по поводу разных составов. И, возможно, кто-то вязал, и у кого-то прям вот ужасные впечатления о пряже. Напишите об этом. Это будут очень интересные, важные для нас советы. Сейчас я пролистаю, с чего там я начала. Да. Подскажите, пожалуйста, какие составы подходят для лета? Для лета подойдет хлопок плюс акрил, для лета подойдет чистый хлопок, чистая вискоза, чистый лен, шелк для лета очень хорошо подойдет. Для лета подойдет меринос и все вот смешанное с этим. Для лета не берите шерсть, не берите ангору, не берите кашемир, не берите альпаку. Это все для лета не подходит. Саша, какая интарсия для юбки еще подойдет, кроме зигзаг? Ну, все, что вам в голову придет, то и можно вязать. Я просто на примере своей юбки буду показывать этот принцип, а вы можете посмотреть картинки в интернете, либо нарисовать свой рисунок. Вы можете даже нарисовать там какой-то, ну вот, какую-то картинку небольшую, почему бы нет, и тоже связать интарсией. Приветик, Настя. Эфир у нас с 21 часа, вот уже 40 минут. Ализе Дива Стретч подойдет для юбки? Подойдет для юбки в обтяжку. Я буду две вязать. Одну из Lana Gold Fine, а вторую тогда бамбук с хлопком. Осталось с цветами определиться. У меня, честно говоря, очень много идей по поводу того, как вам помочь с выбором цвета. Я сегодня даже уже столько всего придумала, но, не знаю, я боюсь, что я просто слишком много хочу, а у меня не так много времени на это. Я буду стараться, я допишу статью с разными луками красивыми, с разными модными образами, с этой юбкой, и хочу еще очень вам помочь в выборе пряжи по цвету. Тоже хочу написать какую-то статью, но я очень переживаю, что я напишу ее к концу этой недели, и просто останется одна неделя, и вы не успеете купить. Ну, буду стараться. Я понимаю, что хотеть можно много всего, но переживаю за то, что не так много свободного времени у меня, чтобы просто все физически успеть. Параллельно вяжу заказы еще, и хорошо к интенсиву так не готовлюсь интенсивно, потому что уже все готово. Но хочется, знаете, как хочется немножко в расслабленном темпе работать, чтобы ночи, по крайней мере, чтобы у меня были свободны. Буду стараться успеть все, что запланировала. Так. Есть определенные места на бабушках. Ой, это я не поняла про что. Колючесть хорошо гоняет кровь и борется с целлюлитом. Вот, девочки, слушайте, кто боится колючей шерсти. Юбка будет без подклада, с ним не вытягивается на пятой точке. Это вы сами решаете, будет подклад или не будет. Я не швея, как шить подклад я вам точно не подскажу. Я могу сшить себе подклад для юбки, но я обучать этому не буду. Я не того уровня швея, чтобы обучать. Поэтому вы можете сшить подклад себе самостоятельно, либо отнести в ателье. Это уже ваше решение. И 100% могу сказать, что это идеальное решение для тех, кто боится, что юбка вытянется. У нас сегодня так, связь не очень. У кого нормально, у кого не очень. Подклад предусматривается, вот девочки спрашивают. Вы решаете это сами. Будет подклад или нет. Это не входит в наш интенсив, но это как совет будет звучать, да. Какие модели юбок предусматривает интенсив? Мы будем вязать прямую юбку с выточками сверху. Я расскажу, как вязать юбку карандаш, то есть которая к низу будет сужаться. Я расскажу, как вязать юбку расклешенную. Вот несколько моделей. У меня отношения с Alize не очень, но вот Alize Cotton Gold мне понравилось. Да, хорошая пряжа Alize Cotton Gold. 90% меринос, 10 кашемир. Сильно страшно или в принципе будет себя юбка вести, как и 100% мериноса? Да, как и 100% мериноса, если вы ее будете немножко такой свободненькой вязать, то будет очень круто. И очень плотно.
очень такими гораздо тоньше спицами, чем вы вяжете свитер из этой же пряжи. Ализе пряжа очень распространена, да, поэтому все о ней говорят, и я знаю, что новички хотят только из этой пряжи вязать, потому что она доступна, в принципе, везде, ее можно прийти в магазин любой потрогать, и можно, ну, по деньгам не так накладно будет, можно не сильно расстроиться, если вам там не понравится, да, то, что вы связали. Новичкам вообще идеально. Я считаю, что, в принципе, новичкам нужно вязать из какой-то такой пряжи, чтобы вы носили эту вещь 1-2 сезона. Потому что знаю по себе, если вы связали одну вещь, через год на нее посмотрите и поймете, что вы сейчас вяжете гораздо лучше, и вам захочется связать что-то новое. Поэтому, чтобы пряжа сильно дорогая не была, вяжите из такой средненькой, ну, вот конкретно на 2 сезона. Пусть твое время будет бесконечным, но все равно 24 часа в сутках надо как-то правильно распределять время, да. Вот я сегодня довяжу заказ, и завтра, в принципе, не буду вязать никакие заказы. Завтра у меня будет такой день очень суматошный, очень много нужно личного всего сделать, но в то же время останется у меня кое-какое время, наверное, вот буду писать статью, тоже, чтобы вам в помощь была. Слышала, что ненатуральная нитка расслабляет мышцы, так что лучше более натуральный состав. Ну, мне кажется, что я такого не слышала, интересное мнение. Мне кажется, что более натуральный состав, он в принципе всегда гораздо лучше. Спасибо, Саша, за ответ про подклад. Не за что. Я сочетание цветов смотрела в интерьере. Там расклад цветов интересный. Прикольная идея. Да, девочки, вот вам хороший совет. Заходите в Pinterest и там как раз смотрите сочетание цветов в интерьере. Хлопок с бамбуком тоже подойдет для юбки. Для летней юбки идеально. Для юбки карандаш в обтяжку лицевой гладью будет растягиваться. Саша, вы похорошели после отдыха. Спасибо. Я тоже смотрю, и Саша прям светится, хорошенькая такая изменилась. Я вообще не меняюсь, ну вот, последнее время. Год назад была другая, а несколько месяцев назад вроде такая же была. Саша на худенькую фигуру лучше потолще пряжу. Ну, не прям толстую. Ну, тут вы сами думаете, честно говоря, не знаю. Ну, как бы я не прям не могу дать совет, что на худенькую берите толстую. Ну, и тоненькая пряжа на худенькую тоже подойдет. Но в целом, если вы хотите добавить немножко объема, то берите что-то типа там 100 грамм, 150 метров. Ну вот как-то так, 100 грамм, 150 метров. 100 грамм, 100 метров это уже толстовато будет. 100 грамм, 150 метров, вот плюс-минус, вот где-то вот так. Так, Ланоса премиум вул 70 шерсть, 30 акрил. Сейчас довязываю реглан сверху и скажу ужас. Похоже, с составом обманули. И там 70 акрил и 30 шерсть. Я ее подпаливала. Гладь не очень получается. Спасибо, запоминайте, девочки, Ланоса премиум вул. Ну, там дело в том, что сам акрил ужаснейшего качества, скорее всего, у турецкой пряжи акрил не очень хорош. И он выдает себя очень сильно, очень вот этот блеск присутствует, неестественный. Я уже думала, у меня руки кривые. Часто бывает так, что пряжа не ложится ни в один узор. Бывает такое. Не знаете, как Ализе ведет себя при стирке, чтобы не полиняли друг на друга? Мы обязательно будем тестировать пряжу перед вязанием. Но сразу скажу, что у Ализе темные насыщенные цвета линяют. Темно-синий, темно-фиолетовый, бордовый линяет, темно-изумрудный линяет, черный может полинять. Вот темные и насыщенные, такие вот, в которых много цвета, много краски, другими словами, они линяют. Приветик, приветик. Так, я закончила свой рассказ. Я надеюсь, я вам немножко помогла с выбором пряжи. Очень надеюсь, вроде час тараторила, а ничего такого полезного не сказала. Самое главное, не ищите конкретное название, а ищите состав, который бы вам подошел. Сначала подумайте, какой фасон у вас будет. Это будет расклешенная, это будет юбка-карандаш, это будет на лето юбка или на зиму. И тогда уже, исходя из этого, думайте, какой состав вам подойдет. И
ищите именно тот состав, который вы предполагаете, что подойдет. Не обязательно это должно вот стопроцентное попадание быть, но вот чтоб там было намешано того-то, того-то, что-то типа того. Если вы не можете найти такой состав, скорее всего, есть в бобинной пряже такой состав, и вы можете также 2 бобинные пряжи смешать. Взять, например, стопроцентный меринос какой-нибудь хороший, взять ниточку, предположим, ангоры пушистой и взять какой-нибудь там еще, ну, не знаю, полиамид, можно даже какой-нибудь турецкий взять. И смешать это все, то есть подобрать оттенки так, чтобы они сочетались, и смешать, и вязать из этого всего юбку. Можно даже делать так, то есть не обязательно выбирать одну нить и вязать из одной нити, можно просто с какими-то добавками это все. Ну, как правило, в бобинной пряже очень хороший меринос с полиамидом попадается, и вот он будет очень хорошо для юбки. Так, черный у меня не линял, у меня линял черную, Ализе линял. Он таким, знаете, он каким-то непонятным, не серым даже, болотным каким-то цветом вода была. Вода была не прозрачная, не серая, а вот какой-то вот как грязный, как будто, знаете, такой оттенок был у черного цвета. Первый раз смотрю эфир, решила подготовиться, купила конструктор мужу и сыну. Уже 50 минут меня не вспоминают, как это здорово. Приветик вам от меня. Так, синий, синий темный и бордовый линял. Да, бордовый линял. Темный синий не помню, но скорее всего он тоже будет линять. Саша, юбка, которая связана и показана в инстаграме из нескольких цветов. Сколько граммов приблизительно на каждый цвет? У меня ушло по 100 грамм каждого цвета. Как, уже час прошел? Кажется, только 10 минут. Да, 50 минут мы с вами болтаем, девочки, и скоро закончим. Еще жду ваши вопросики, если они есть. Если нет, то будем закругляться. Постараюсь пост, наверное, не знаю по поводу поста, но статью хочу сделать красивую, интересную. Может, и пост как-то оформлю. По поводу сочетания цветов. Одна статья уже готовится, с чем носить такую юбку, чтобы вас немножко подтолкнуть к участию в интенсиве. Вот. И хочу еще все-таки как-нибудь поскорее успеть сделать большую статью по сочетанию цветов и как можно эту юбку подобрать, как можно подобрать пряжу, чтобы носить с какими-то такими интересными вещичками. Я жду книгу. Ой, девочки, ну, не знаю, не знаю, мне нужно взяться за это дело. Взяться. Я еще над этим не работаю. У меня просто есть некоторые такие записи, знаете, но вот прям вот, чтобы конкретно сесть и писать, нет, еще такого не было. Можно участвовать в интенсиве, можно еще записываться в нашу группу. Стоимость участия у нас минимальная, доступная для всех. Вы можете скинуть мне любую сумму от 100 рублей. Вы можете скинуть мне 100, 200, 300, 400, 223 рубля, 578 или 2000 рублей. Сколько хотите, сколько вы считаете нужным, столько и скидываете. Вы сами выбираете цену этого интенсива, вы сами оцениваете мой труд, ценность этого всего процесса, мероприятия и скидываете столько, сколько вы можете себе позволить. Вот, пишите мне в директ, я вам скину реквизиты для оплаты. Можно еще думать, если вы не сильно уверены в том, что вы хотите участвовать. Оплачивать можно до начала интенсива, а то и когда интенсив начнется, даже тогда еще можно оплачивать. Так что пишите, реквизиты вам скину, а вы будете уже думать, решать, хотите или нет. Также у меня в инстаграме на странице есть отдельные посты про интенсив, они подписаны, про пряжу на юбку тоже можете там посмотреть и как бы немножко, знаете, быть в курсе того, что у нас будет проходить с 25 марта. Так, деньги на старые реквизиты закидывать. Да, те девочки, которые старенькие, вы можете, как и раньше, оплачивать. Но те, кто из Украины, вы, пожалуйста, мне напишите, я вам скину новые реквизиты. Для Украины реквизиты поменялись. Участие бесплатное, вот я уже сказала, любая сумма от 100 рублей. Сколько цветов в Интарсе? Кстати, интенсив у нас будет длиться 3 недели. 3 недели, 12 прямых эфиров, это 12 часов. И мне кажется, что, ну, я
Надеюсь, что это так, что это совсем небольшая сумма за такой ценный, огромный интенсив. То, что он ценный, это не мои слова, а слова моих учениц. И я вот последний пост писала, там есть ссылка на хэштег, можете посмотреть, как мои ученицы со мной вместе вяжут и какие разнообразные работы получаются. Вот я думаю, что юбки тоже будут у всех свои, у каждой девочки будет своя уникальная юбка. Двух одинаковых, наверное, у нас не будет, как обычно. Сколько цветов в интарсии должно быть? Ну, минимум 2, а максимум уже сколько хотите. Минимум 2. Где можно будет почитать статью, я напишу еще об этом пост. Статья будет размещаться на моем блоге asivia.com/блог. Там все мои статьи по моде, по стилю будут размещены. Ну, и они уже там есть несколько. И миллиона мало, но пока нет такой суммы. Как появится, я буду не против. Для Турции пишите мне, решим. Я думаю, что решим. Казахстан оплачивает у меня через Киви кошелек на те реквизиты, которые я даю. В целом, честно скажу, сейчас с Крымом такая ситуация уже вот 5 лет, что у нас нет возможности завести какой-нибудь там PayPal или Сбербанк карту. И, конечно, нужно ехать на материк куда-нибудь в Краснодар, ну, пока мы с Сашей не ездили. И там завести эту карту. Но очень-очень-очень-очень стараемся сделать оплату максимально удобной. Поэтому обращайтесь, если вдруг у вас не получилось оплатить по тем реквизитам, которые я дала, пишите, что-нибудь придумаем. Многие девочки оплачивают через своих родственников в России, то есть скидывают родственникам, а из России уже мне по моим реквизитам. Из Европы девочки мне присылали письма, вот в конверт вкладывали денежку и письмом высылали в открытку. Тоже было такое у меня не раз, это тоже возможно. Ну, то есть я готова, вот, не знаю, перед вами лечь, чтобы вам было очень удобно оплатить. Серьезно, очень с Сашей стараемся сделать все это очень удобным для каждого, но вот так получается, что просто на карту Сбербанка пока у меня нет возможности, чтобы вы оплатили. Но с любой карты Сбербанк, с любой, за 1 секунду вы оплатите по тем реквизитам, что я даю. Там комиссия 1%, то есть если вы оплачиваете 100 рублей, вы закидываете 101 рубль. Я думаю, что это не слишком много и не накладно вам будет. И все у меня девочки со Сбербанка, с Альфа-банка оплачивают, все идеально, все за секунду переводится. Мгновенный платеж, сразу мне все приходит, я все вижу. У нас такая же ситуация в Донецке, банков нет. Да, у нас 2 банка есть, РНКБ и Генбанк, по-моему, ну, такие известные, может, еще где-то какие-то есть, но они не сильно на слуху, по-моему, еще какой-то есть. Нет Сбербанка у нас Сбербанк в 2014 году свернул палатку, уехал тут же, хотя был Сбербанк, было отделение, когда мы при Украине были, но тут же свернулось, все уехало, и, естественно, никакие более-менее хорошие банки к нам не заходят, потому что у нас санкции, и PayPal тоже мы завести не можем. Более того, мы даже рекламу в Инстаграме дать не можем, потому что тоже санкции, нам это все запрещено. Заблокированы все аккаунты крымчан, и это очень быстро отслеживается, и там приходится всякими разными ходами, как только не выкручиваемся. Беларусь оплачивает тоже по тем реквизитам, что я даю, очень легко и очень быстро. Если будут трудности у вас, то у меня есть девочки из Беларуси, которые со мной давно, вы можете просто им скинуть, а они уже мне. Тоже такое можно. Можно ссылочку на блог в посте. В посте активных ссылок не бывает. В Инстаграме нельзя скинуть активную ссылку в пост, но в сторис могу скинуть. И скину, как статья будет готова. Да, вот банк есть, но он только по Донецку. Вот у нас тоже так же. Есть банки, но они чисто крымские. Так что пишите, пишите, все равно найдем способы, и я думаю, что было бы желание. Мне кажется, что желание, если есть, то и с моей стороны желание есть, с вашей стороны желание есть. Мы 100% найдем какой-то способ, какой-то выход из этой ситуации. Так, осталась у меня 1 минутка. Буду с вами прощаться. Завтра прямого эфира не будет. Завтра я буду в бегах по всяким разным делам до поздней ночи. А в среду, скорее всего, будет эфир, вот тот, который я давно планировала, про пряжу.
Я хочу, знаете, такое реалити-шоу провести, потестировать разную пряжу. И, наверное, первый выпуск этого новой рубрики нашей будет в среду, скорее всего. И в среду мы с вами какую-нибудь пряжу потестируем. Я уже так запланировала себе, какую пряжу мы будем тестировать, но еще подумаю, будет очень интересно. Так что в среду где-то в 21 или в 20:00 по Москве приходите, будем мы с вами заниматься интересным. Хочу обзоры пряжи проводить непривычные, типа вот там такое-сякое, а это будет что-то совершенно новое. Я такого, честно говоря, сама еще не видела и сама очень хочу, чтобы вам понравилось. Да, на ютубе запись будет, все скину. Спасибо за эфир. Пока. Все, девочки, спасибо вам всем за участие. До среды, наверное. Если что, я в сторис опубликую. Все, всем пока. Если вопросы какие-то есть, в директ пишите, в директе отвечу. Пока. Так.